it has its beginning and its progress. I will explain to you. Please listen. Но Ксвомика скажет, нет, сейчас я вам расскажу, как это происходило, как это началось, там, как это развивалось. You have to be careful when you tell time of increase of his symptoms. Нужно быть осторожным. Decrease. If you say that your headache will be okay within 2 weeks. Да. Значит, с этими пациентами нужно как бы быть осторожными и не говорить им, что вот сейчас мы быстро тебя вылечим, через 2 недели у тебя головные боли закончатся. If his headache is still persistent on 15th day, 2 weeks means 14 days, yeah, no? 14 days, yeah. If the headache is there for 15th day, he will knock your door. He will knock your door. Да. He will knock your door. Okay. Да, если вы ему сказать, что за 2 недели пройдет, но при этом на 15-й день еще голова у него будет болеть, он сразу придет к вам и скажет, вот. If you cannot give proper answer, что, да. He will knock you. Ага, да. He will slap you. Я тебя не поняла. Хорошо. Да, если вы ему не ответите, тогда он уже начнет вас бить. For an Naxwamika, if you are, you know that he is Naxwamika patient. Если знаете, что это пациент Наxwamiki, if you feel that his headache will come down in a couple of weeks, если вы думаете, что, примерно 2 недели нужно на излечение его головной боли, your headache will come down in 2 months. Тогда лучше скажите, что через месяц ваша головная боль пройдет. So this doubt, there is another remedy called Hyoscyamus. Другой препарат называется Hyoscyamus. He goes on explaining you about his symptom. Он будет объяснять вам про симптомы. Here he feels that how much we explain the doctor, that much good medicine he will give to us. Потому что он будет верить, что чем более подробно он вам объяснит, тем более хорошее лекарство вы ему пропишете. So during case taking we also has to see all these things. В общем, по время приема будете видеть все эти. He will jump into other matters and he will go into stories while explaining his symptoms. Он будет рассказывать, он будет перепрыгивать с одной темы на другую, будет рассказывать вам истории по ходу. For example, if he is telling about his headache, например, если он будет вам рассказывать про свою головную боль, he has his own book of symptoms. У него будет целая куча симптомов записана. Then he starts narrating. И он станет вам перечислять их. In my childhood, at my 2 years of age, он будет говорить, так, в моем детстве, значит, в 2 года было вот такое. My mother told that I have a little injury. Мама, значит, я упала, у меня была небольшая, я повредил голову немножечко, царапина на голове. During my 12th year, I have a little headache. Там в таком-то возрасте у меня была небольшая головная боль. So I think this is due to I do not have sleep before that day because of marriage. Он будет говорить, что тогда-то у меня была бессонница. Я думаю, что это из-за того, что я женился в этот момент. Then he misses the track. He goes that, oh, marriage. In marriage there are so many things to do. We have to confirm the list. Whom we have to call to the marriage, we have to send invitations, we have to prepare. Когда мы вообще эту свадьбу-то свою устраивали, нам столько нужно было сделать, нам там нужно было составить список всех приглашенных, напечатать приглашения. All these things have nothing to do with при этом все эти вещи, которые он будет рассказывать, они вообще никакого отношения к его головной боли не имеют. So slowly you have to divert him again. Oh, how is your headache? You have to remember him. Поэтому такого пациента потихонечку нужно так немножко направлять и говорить, ну а как там ваша головная боль?
Then he says, then in the 20s, from the 20th year I am getting headache. Тогда он вам скажет, там, ну где-то вот с 20-летнего возраста у меня регулярные головные боли. So then you have given some medicine. И тогда уже мы можем ему прописать какой-то Then you ask him to come to you after 2 weeks. Ага, и дальше вы ему говорите, чтобы он пришел к вам через 2 недели. Then you ask, how are you? Then you ask him, how он are you придет к вам feeling? через 2 недели, и вы его спросите, как вы, как Then he у вас takes дела? his book out. Тогда он, значит, вытаскивает этот снова Then he свой says, талмуд и начинает по новой. On that day at 10:30 in the night I have took the medicine. Он начинает говорить, после приема у вас там на следующий день в 10:15 я принял этот медикамент. And at 11 o'clock I have a dream. А потом в такое-то время мне приснился сон. In that dream I saw Lord, He's telling something to me. А во сне я видел вот то-то и то-то. So next day I woke up at 7 a.m. and I На washed следующий my день я teeth. проснулся в 8:15. I took bath, I went to office, all these things He will explain. Я оделся и пошел в офис. В общем, он будет рассказывать вам всю свою жизнь. So he will be like that. Hayasyamas. Иошиамус – это вот такой пациент. So I have a question. Yeah. I have just a second. Запомни, я просто забуду иначе. I have a question. As I'm making many cases, so is it okay that with such patient I just write that he wrote his case on 16 pages? No. Can I not to translate all this? See. Because I had a couple of people, so I was just writing that. Yeah, with experience you will gain the art. Which should be noted, which should not be noted. You will know. This I think that I understand, but it is, I should note that it was very long and because with many details. Because you see, this headache has nothing to do with marriage. Yes. Nothing to do with God saying something, something narrating in dream. So we have to come to the point. Я спросила просто, как такие кейсы составлять, потому что у меня просто была парочка случаев, я так как много кейсов уже составлял, когда люди приносили там на 5-6 страницах вот очень подробные там всякие вещи, и я обычно писала там 1-2 страницы и писала, что все это было описано там на стольких-то страницах вот со всякими очень подробными деталями. Он говорит, что But explaining him is also a difficult task. If you say all this is nonsense, he will never come to you. Ага. Но когда мы с таким пациентом работаем, нельзя ему никогда говорить, там, что вы мне, в смысле, давайте ближе к делу, потому что если вы какое-то неуважение к его всем этим излияниям проявите, он просто никогда больше не придет к вам. You just have to gently turn him to the original symptoms. Просто очень мягко нужно подтолкнуть к основной линии, чтобы он все-таки о симптомах говорил. See, if he is explaining about his dream, you say, oh, it's very good, but how is your headache? Например, если он говорит, пространно рассказывает вам свой сон, вы говорите, о, это очень интересно, а как с головной болью? So then he again comes to headache and come to the И next тогда point. он вспомнит про свою головную боль и, в общем-то, вернется к своему списку и будет более конкретно о головной боли. Какой вопрос? Can you write a little bit bigger letters? Yes. In those. And also a little bit like this. Так, нормально? Так, хорошо? Так, видно всем? Okay? Everything he has a doubt. If he send his son to the market to bring some things. Но психомика по всякому поводу испытывает сомнения. Например, он послал своего сына, чтобы он на рынке купил что-то. He calls back him 10 times.
If I say to Gopal, you please bring oranges, Он apples, скажет вам 10 bananas. раз, что купить. Then while he is going, I will call him. Please come. Did you remember? Он What is the 10 list? раз вас позовет снова и скажет, ты помнишь, что я тебе сказал, чтобы ты купил спички? So I keep on calling him. When he is going, then you go. Then again in 10 minutes I will call him. Do you remember it? And Да, I и again в ask. общем, ты скажешь, да, я все помню, все, и он, значит, отвлечется, и там через несколько минут, через 10 минут он тебя снова позовет и скажет, ты помнишь, что я тебе спички просил купить? Then after 1 hour I become irritable. Because it is my nature, then I say, oh, still you did not go to the market, please go. That's why I am not telling you the job, I am not giving the job. Через час он начнет раздражаться, что ты до сих пор не пошел еще в магазин, и скажет, что ты вообще делаешь, что ты до сих пор в магазин не пошел? See, that is how all his things will be a mess. His life will be a miserable, so miserable. Да, и жизнь такого человека очень трудная, в общем, грустная. Life becomes much miserable because Она he cannot становится do очень anything. несчастливой, потому что он все время He раздражается. cannot believe anybody. Потому что, во-первых, он никому не верит, He becomes jealous of little things. он ревнует ко многим вещам. So, Малейшие вещи ревнует. because of all these projections, his mind is always wandering, not stable. Из-за всех этих вот проявлений его миазма, его ум становится нестабильным, все время прыгает. See, if he is in office, he is at office, Если, например, он в офисе, his mind goes on thinking, oh, what my wife is doing at home. он начнет думать, а что там моя жена делает, интересно, дома. Oh, how is her health and how is so on. His mind is always wandering. Его ум все время блуждает. So he cannot do his office work. И поэтому он не может выполнять свою офисную работу. Then when he comes to home, А когда он придет домой, at that time he thinks, oh, this file I should have completed today, but I did not complete. он будет думать, ой, я сегодня должен был вот эту работу доделать, ой, я ее не доделал. I have much work in the office, I have to complete it. У меня так много работы в офисе, я должен закончить то еще. But how he will complete when he is at home? Но он при этом находится дома. See, Только его тело пришло домой. when he is in office, his mind should be on the work at office. Но у здорового человека, если ты в офисе сидишь, то у тебя твой ум должен быть в офисе. That is natural. Это естественно. But when he is at office, he thinks of home. When he is at home, he thinks of office. А этот пациент, к сломику, он когда в офисе думает о доме, когда дома думает об офисе. When he is at some other work, he thinks of food. When he is, Когда он делает какую-то работу, он начинает думать, что о какой-нибудь еде. when he is eating food, he thinks of something else. Когда он ест, он думает еще о чем-нибудь. So he cannot enjoy anything in his life. Поэтому он не может наслаждаться ничем в этой жизни. Он не может получать удовольствие от жизни. And he has self-pity. И у него развито самосожаление. Он жалеет себя. Self-pity. И экстра. И из экстра. Пити, сейчас. Ой. Так? Self-pity. If you say you do this thing, then he say, oh, I am not well. You do not know how bad I am feeling. Если ему скажешь, сделай, пожалуйста, вот эту работу, он начнет говорить, ой, ты не знаешь, как я плохо себя чувствую, я ничего не могу сделать. If you say, come and have your food. Если ему сказать, иди поешь, Then he say, oh, I cannot come there because my leg is paining. And he он says скажет, да so. я не могу даже до стола дойти, потому что у меня нога болит. Then you can add this, like totality, irritable to the self-pity. If you ask him to come there, he says, oh, can't you see? My leg is paining, I cannot come. He will say like that. His expression. Да, и иногда, в смысле, если вы будете за ним наблюдать, то вы увидите, что его самосожаление, жалость к себе,
соединяется с раздражительностью. Если ты ему скажешь, там, подойди сюда, он говорит, что ты не видишь, что ли, что у меня нога болит? So, if the patient is of pulsatilla, если, например, пациент пульсатилы, then his expression is different. of self-pity, yes? Of self-pity? Yes, of self-pity. Да, пульсатилия тоже очень свойственна жалость к себе. Но выражение этой жалости к себе, оно отличается от нуксвомики. So she expresses, she cries, А пульсатила станет плакать. she keeps on crying, but she does all the work to be done. She takes to her head and she completes all the work. Ага. Но пульсатила будет выполнять всю работу, которую ее положено выполнить. Then say, oh, I cannot do all this work, but still I am doing. And И потом она будет ужасную жалость к себе испытывать. Ой, я вообще не могу делать эту работу, а я все еще работаю. nobody can understand me. Никто не может меня понять. Then she weeps. Как мне тяжело. She keeps on weeping. И будет продолжать плакать и See, плакать. when you see a lady, she keeps on weeping, and when you go and ask her, then she weeps more, and then she tells her symptoms. Ага. Если вы увидите девушку, например, женщину, которая плачет, и если вы подойдете и спросите, чего она плачет, то она заплачет еще горше, тогда, скорее всего, это пульсатила. See. Materiamedica2. Также есть препарат натриум муриатикум. She is also having self-pity. У натриум муриатикум тоже очень развита жалость к себе. She just sits beside a window and sees into the space. Но натриум муриатикум пойдет к окну и будет смотреть в пространство. She remembers all the past Она будет вспоминать все свои прошлые беды, undesirable, worryful, strenuous situations in life. все ситуации, которые не были желательны, ей не нравились. Она будет все это вспоминать And keeps on crying. и плакать. If you say, now you have everything, why you are thinking of past? И когда ты ей скажешь, сейчас же у тебя все хорошо, что ты плачешь-то? But still she cannot come out of it. Но она ничего не сможет сделать, она будет продолжать плакать, вспоминая о своих прошлых бедах. If you try to console her, И если ты попытаешься ее успокоить, she will be aggravated. She will get more and more worried. ее печаль будет все сильнее и сильнее. Ну, то есть эта ситуация с плачем и с сожалением, она только усугубится. Ей будет еще... She says, oh, leave me alone, please, I cannot withstand, I don't want your pity on me. Она скажет, оставь меня в покое, мне не нужна твоя жалость. For her, if you console her, she will feel happy. Если утешать пульсатилу, она будет чувствовать себя очень счастливой. Oh, I am so grateful to you. You are so concerned of me. Она будет говорить, ой, я тебе так благодарна, что ты меня понимаешь, что ты меня успокаиваешь. If you console a Naxwamika lady, Если ты начнешь успокаивать ноксвомику, do you think I am weeping? She asks. она будет, что ты думаешь, я плачу, что ли? I'm not weeping. I'm not sorrow. Please go, get out. Я не плачу, отойди от меня. Her expression will be like that. Все мы. So there is generally В общем, обычно there is a idea which was есть, in the public. есть такое представление в обществе. They call some remedies as ladies remedies, some remedies as gents remedies. Что есть женские препараты и мужские препараты. See, for example, Naxwamika, generally in our colleges they teach that it is indicated in male only. To men. Например, в нашем колледже говорили, что ноксвомика обычно назначается только мужчинам. And Palestilla should be
administered to women only. Pulsatilla to women. They will teach like that, but it is not true. To men or women? Pulsatilla. Women. Women, ага. А пульсатиллу назначают якобы только женщинам. Но это на самом деле неправда. But this is not true. Это неправда. Yeah, I heard. Only depending upon the symptoms, we have to select a remedy. Мы не должны привязываться к тому, что пульсатилла женский, а препарат, допустим, мужской. Это неправда. Мы должны смотреть на совокупность симптомов. Menstruation. R. After S. Or after T. Menstruation. Менструация. So, you all know what is the normal cycle of women. Вы знаете, какой нормальный цикл у женщин? Yes. Yeah. Moon Phases, yes. 28 days. 28, 87. 28. 28 days cycle. Правильный лунный цикл, да. Is normal for healthy woman. Уже у здоровой женщины будет такой цикл. So here in Naxomika, У ноксмомики there will be excess of bleeding. Будет чрезмерное выделение крови. Excess. Bleeding and discharges. Кровотечение и выделение. Discharges only when menstruation or in between also? In between also. In between also. Discharges. Выделение не только во время месячных, но также и между месячными будет выделение. Кровотечение. И выделения будут больше, чем в норме. And also, normally, in normal woman, the flow will be for 3 to 4 days. И у здоровой женщины 3-4 дня обычно идут месячные. But here, this is also prolonged. Но у ноксвомики они будут дольше. It may be for 1 week, 2 weeks. Может быть, неделя или даже 2 недели. Sometimes 3 weeks. Иногда даже 3 недели. Almost 20 days she will bleed, only she has a time for 10 days in between 2 periods. Она будет, у нее будут месячные идти дней 20, а между месячными будет только дней 10 находиться. Also associated with pain in stomach, abdomen. И обычно месячные будут сопровождаться болями. Back pain. Болями в спине, болями в животе. Свой, да? The cycle will be early. She gets her menses early. Early means in 20 days, in 15 days, she gets her cycle. Ага, иногда месячные будут начинаться раньше срока. This excess of bleeding, this is seen also in Sabina. Чрезмерное кровотечение во время месячных также свойственно Сабине. Here the Препарат Сабина. Keynote is the pains are dragging down. Bearing down sensation is much there in bearing down. Bearing down. Like if there is a delivery, she feels bearing down, okay. Like dragging down У sensation. Сабины при сильном кровотечении будет такое ощущение, как будто вниз все тянет, как будто она рожает. Generally, this is well indicated during abortion, miscarriage. Ага.
Сабина очень хорошо помогает при невынашивании. If the symptoms Склонность- during pregnancy, При склонности к выкидышу. if the symptoms starts like bleeding like clots, Если во время месячных сгустки крови with выходят, bearing down sensation, и ощущение, что ты рожаешь, ну, как будто из тебя что-то прям выходит. pain in the back, Сильные боли в спине, pain in stomach, in stomach or in the abdomen. in abdomen, И боли в животе, then one dose of Sabina will prevent the тогда discharge одна доза сабины and also abortion. will prevent Prevents abortion. abortion. Ага. Если во время беременности начинают выходить сгустки крови, болит спина, болит живот, тогда одна доза сабины поможет предотвратить аборт, если, ну, в смысле, выкидыш. На английском и то, и другое аборт. So in millifolium, a remedy called millifolium. Есть препарат мелифолиум, это наш тысячелистие. Мелифолиум – это мелифолиум. Millifolium. Мелифолиум. Millifolium. Millifolium. I said that we know this plant because it is very usual in our country. Millifolium. The discharge will be, the blood will be watery. Значит, при проблемах с месячным мелифолиум тоже назначают. И если выделения очень водянистые. She has also excess of bleeding for more days. У нее тоже очень много дней продолжается сильное кровотечение. The blood is not viscous. Но кровь не вязкая. But it is watery. Она такая более водянистая. Тогда поможет мелифолиум. Like water, it is much excess bleeding here. Also here also we have excess bleeding, but it is with clots. And the blood is much viscous. Ага. То есть развлечения здесь такие, что сабина это тоже избыточное кровотечение, но там выходят сгустки и кровь вязкая, тянущаяся. А мелифолиум это тоже избыточное кровотечение, но кровь выходит водянистая, жидкая. So, in pulsatilla, В случае пульсатилы, the cycle is prolonged. в случае пульсатилы обычно цикл дольше, чем нужно. Sometimes the lady will not get menses for 2 months, 3 months. Иногда бывает, что у женщины приостанавливаются месячные на 2-3 месяца у пульсатилы. Then she has the symptoms like she was getting menses, but she will not get in И pulsatilla. у нее бывает обычно, что вот-вот начнутся месячные, но при этом они не начинаются. Sometimes at the time of menses, she gets bleeding from some other part. Nose. Пульсатила, я? Yeah. У пульсатилы также иногда, когда начинаются месячные, у нее начинают кровить нос или там другие какие-то части тела. Together with No. Instead of menses, she get discharge Я from прошу other part. прощения, я неправильно перевела, Маша подсказала, спасибо. Во время у нее вместо того, чтобы пошли месячные, у нее начинает кровоточить нос или какое-то кровотечение другое начинается. In lectasis, У ляхезис, she gets more pain prominently in the left side у of the lower abdomen. в случае ляхезиса при месячных боли больше концентрируется в левой части. The discharge will be much offensive and black in color. Much offensive, you said first. Offensive, Offensive, what does it mean? Offensive? bad odor, bad smell. Yes. Ага, значит, у кого? Who is this? Ляхезис? Lectasis. Ага. Значит, у ляхезиса кровь будет неприятно пахнуть, и она будет черного цвета. Боли в левой стороне, кровь черная и плохо пахнет. Ляхезис.
In millifolium and sabina, У мелифолиума